Привет, привет. А давайте сегодня разложим на Линдси Лохан. Казалось бы, что интересного, давно сбитый летчик, очередная несчастная ребенок, звездочка, которую родители тянули вперед к славе и которая отхлебнула от этой славы вообще по максимуму в свое время. Потом закономерно закатилась ее звезда, свалился человек там и в зависимости во всякие, в алкоголизм, во все, что может нехорошего произойти с людьми. И казалось бы, чего интересного, и казалось бы, почему вдруг, но внезапный, неожиданный возвращение, какой-то камбэк, и хорошо выглядит, и потенциально у нее очень много сейчас проектов, и как-то она заинтересовала и продюсеров, и зрителей, и вообще как-то очень звездно вернулась, и, судя по всему, у нее много что может получиться. Давайте посмотрим, что же за жизнь такая у человека была, как она пришла к этому, что за взаимоотношения с родителями и какие вообще перспективы, планы. Это действительно громогласный камбэк, и человек полностью переродился. Или, может быть, это что-то временное, просто за деньги мужа, и тогда, значит, ничего мы потенциально интересного от Линдси больше не увидим. Давайте посмотрим, что за человек такой у нас Линдси Лохан. Очень хочется дать совет той же Бритни Спирс, которая, собственно, с катушек слетела, а возвращаться, судя по всему, не собирается. А вот смотрите, есть примеры удачного возвращения, но что для этого нужно сделать, как она постаралась, что к этому привело. Линдси Лохан. Прям вот максимально перемешаю. Что за человек изначально? Очень тревожное у меня отношение с этой колодой. Она как начнет выкладывать мне отрицательные значения карт, так я прям сижу и каждый раз нервничаю. Наверное, внутреннее сейчас ее состояние. И девятка кубков перевернутая. Значит, неудовольствие собой, неполноценность, чего-то ей не хватает. Может быть, чисто внешне кажется, что она такая красивая, удачливая, вышла замуж за богатого, родила ему ребенка, ну, дескать, сиди и радуйся жизни. А нет, что-то в ней происходит, как-то ей не нравится, она как-то неполноценна, как-то не удовлетворена собой. Может быть, поэтому обратно пытается вернуться в бизнес, потому что самореализация еще не произошла. Возраст подходит, вроде как и жизнь чисто внешне красивая, а внутри удовлетворенности пока нету. Пятерка пентаклей – это же карта кризиса, карта какого-то неприятного осознания, что для шага вперед нужно сделать какие-то, может быть, жертвы. Знаете, как бывает, вот первые 4 карты по пентаклям – это ты что-то делаешь, какой-то выбор делаешь, пытаешься денежку заработать, потом заработал свою 4, какое-то стабильное состояние, маленькое да мое, все держу при себе, все у меня хорошо, и дальше для развития нужно сделать следующий шаг. Приходит осознание того, что этот шаг будет для тебя затратным, кризисным, сложным, что очередные какие-то перемены, которые, собственно, по пентаклям мы хотим заработать больше денег и как-то бизнес себе расширить и вырастить. А по пентаклям получается, что нужно больше потратиться, чем ты получишь. Не факт, что ты эти деньги получишь сразу, не факт, что они к тебе вообще вернутся, потому что это риск всегда. Например, открыть новый филиал где-нибудь в другом городе. Никогда не знаешь, сработает или не сработает. Вложиться туда, да, новая аренда, новые сотрудники, новое оборудование. Ты тратишь, 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 и непонятно, вернутся к тебе эти деньги или нет, с перспективой, что это будет следующий шаг, из 2 филиалов ты уже будешь зарабатывать больше, чем с 1. И тут люди впадают в некоторое уныние и в некоторую нерешительность, что ли. Имеем ли мы возможности, внутренние силы сделать этот следующий шаг для того, чтобы потенциально вырасти потом в будущем и рискнуть, что, собственно, у нас карты кризиса обычно и представляют из себя. Перевернутая 5 пентаклей – это как будто бы риски без потенциала какого-то, без плана. Как будто бы есть осознание того, что потеряла ты, Линдси, да, она внутри себя, если производит такие диалоги, то она может быть разговаривать с собой в следующем тоне, что потеряла ты все, что у тебя было.
все твои наработки, все твои репутация была какая-то определенная. Был изначально посыл, что это очень одаренный ребенок, что она восходящая звездочка, что у нее много таланта, что с упорным трудом она может этот талант развить, и из нее может что-то получиться. Деньги начали платить, узнаваемость уже какая-то была, любовь зрителей была, начали давать какие-то награды в свое время. А потом ты это все профукала. Не с перспективой заработать на этом проседании, потом вложиться куда-то, немножечко подождать, и потом оно стрельнуло. Нет, просто профукало в пустое, в никуда. Было много шансов, много возможностей, и все их куда-то ты продел. Соответственно, внутренняя неудовлетворенность, соответственно, внутренняя какая-то неполноценность какая-то, чего-то не хватает, хочется как-то себя восстановить. Может быть, сейчас именно в этот момент мы ее застали, я ее застала своим раскладом, именно на легком таком взлете, на первом шаге к возрождению, потому что внутри вот это вот общее состояние неудовлетворенности, расстроенности, но опять же пятерка пентаклей – это осознание. То есть она уже это поняла. Это не потому, что ей люди говорят, посмотри на свою жизнь, ты же все профукала. Она, не, у меня все и так в порядке, у меня все хорошо. Тогда бы этого всего не было, не получилось бы. Но теперь внутренне она вот именно по состоянию внутри себя ощущает, что чего-то не хватает, что что-то профукало, что где-то есть пустые места, которые хочется заполнить. Понимаю, какой я человек, хотелось бы этого человека реализовать. Какие сильные положительные черты характера могут ей помочь? Давайте, может быть, в будущее как-то. Пажи мечей у нас люди, которые умеют собирать информацию, умеют учиться, умеют концентрировать вокруг себя необходимую информацию. Судя по всему, такие способности у Линдси есть. И многие элементы этой информации, во-первых, она уже нахваталась в своей предыдущей жизни, то есть она так или иначе она умеет актерствовать, она петь умеет, она умеет в этой среде общаться, но вся эта информация как будто бесполезная, ненужная и не принесшая ей какой-то пользы, в результате была пущена впустую. Она как будто бы выхватывает из пространства все подряд и учится не конкретно тому, что ей надо, всему, и лишней информации тоже. То есть вот вся ее молодость основывалась на том, что она училась быть звездой кино, музыкантом, полезные какие-то связи заводила, какую-то репутацию себе выстраивала. И тут же, параллельно с этой жизнью, она училась все это прогуливать, не обращать внимания на свои обязательства, дружить не с теми людьми, вести себя неправильно. То есть просто весь полный комплект был у нее. Она не выхватывала полезную, нужную информацию. По прямому пажу мечей человек учится чему-то, что ему может пригодиться в жизни, потому что он осознал эту необходимость, осознал свою какую-то внутреннюю, так сказать, пустоту на этом месте, и туда надо вот эту информацию обязательно учиться, у кого-то что-то спрашивать, накидывать туда полезную информацию, которая тебя потом сформирует как специалиста, например, да, в какой-то узкой области. Этот человек не самую полезную информацию выхватывал, он просто все выхватывал, но что хорошо, она умеет ее копить, она умеет ее хранить, она не забыла, она умеет держать в себе все то, что ей полезно. Мы сейчас будем дальше смотреть, может ли она осознать бесполезность некоторой информации, бесполезность некоторых чувств, расстройство от некоторых чувств. И сможет ли она от этого отказаться, может ли она понять разницу между тем, что ей нужно в будущем и что ей не нужно в будущем. Но тем не менее хранить, трепетно к этому относиться. Она не тот человек, у которого в одно ухо вылетело, в другое вылетело. Она так-то учится, она так-то умная, она так-то сосредоточена. И она копит всю эту информацию. Другое дело, что она вот накопила много лишнего в том числе. Имеет смысл, наверное, как-то ревизию какую-то провести, половину там полок с книжками освободить от всякого хлама ненужного, чтобы появились места для нужных какой-то полезной информации. Но что тогда ее все время вниз тянет, что ей мешает? Вы посмотрите, сплошные. 1/4 кубков у меня. Ну что такое у меня с этой колодой? Как-то она мне прям не дает продохнуть. Я думаю, что эти черты характера, собственно, и привели ее, наверное, к тому срыву, который у нее в свое время произошел.
Потому что по королю кубков мне здесь видится такая всеобъемлющая любовь к жизни, полное ощущение осознания своих эмоций, полный комплект этих эмоций, очень большой спектр этих эмоций, яркое проявление этих эмоций. То есть человеку нравилась жизнь очень сильно. А по девятке жезлов она набралась вот этих всех людей, набралась идей каких-то неправильных, которых было много, которые, несомненно, принесли некоторый опыт в ее жизни. Хорошо, что она начинает этот опыт сейчас осознавать, но тогда их было слишком много, тогда они были слишком разнообразны. На ее общее эмоциональное состояние, на ее, может быть, открытость, на ее восприимчивость очень, на ее эмоциональность внутреннюю навалилось много того, что было лишнее в жизни. Как будто бы проще было обращать внимание на веселье, на удовольствие от запрещенки, на соглашаться, например, с доводами о том, что иногда запрещенкой занимаются ради удовольствия и веселья какого-то, а иногда какие-нибудь менеджеры или там директора подсаживают звезду, которая сильно занята, у которой очень напряженный график, и даются какие-то соответствующие препараты на тему того, чтобы лучше спалось, например, или наоборот дольше не спалось, чтобы ты больше успевал за день, чтобы какая-то бодрость появилась. То есть такой какой-то замкнутый круг, когда ты вроде для хорошего это делаешь, но потом из этого что-то плохое получается. Здесь она со всей своей эмоциональностью, со всей своей открытостью открылась к, грубо говоря, темной части жизни быстрее и легче, что разумно и закономерно, чем к каким-то сложностям. Зачем это все преодолевать, если и так все весело, здорово, замечательно, если я получаю от этого удовольствие, если куча народу, куча веселья, а бесполезность этого пришла не сразу. И то, что это могут быть вредные какие-то влияния, тоже не сразу понятно было. О чем она жалеет теперь? Об упущенном времени. Об упущенном времени и упущенных возможностях. Могла бы. Смотрите, человек, такое ощущение, что искренне в осознании, если я правильно читаю карты. Такое ощущение, что именно сейчас я застала эту девушку в период, когда у нее какая-то внутренняя трансформация идет, она прям многое про себя понимает или поняла, или она вот предыдущее все время, или муж ей попался удачный, или психолог, прям вот раскрывается информация о том, что упущено много возможностей, очень длительный период простоя. Шансы были всегда, не только тогда они были, а потом ты их все профукала, и теперь они начинают появляться заранее, а шансы были всегда. Просто она ими не пользовалась. Просто она уходила, причем целенаправленно. Это не какое-то... По четверке мечей у нас люди обычно немножечко делают период в своей жизни такой простое успокоение, когда ты понимаешь, что ты уже по накатанной идешь, и вдруг осознаешь, что идешь куда-то не туда. Что-то тебе надо переосмыслить, как-то надо подумать, потому что ты попал в какую-то ситуацию, которая, ну вот, явно тебя вот этот вот поезд с горы несет куда-то не в ту сторону. И ты такой: остановимся, на паузу, подождем, полежим, подумаем. В данном случае как будто бы бесполезно ты лежишь, как будто бы долго ты лежишь и ничего не придумала, как будто бы все те шансы, которые тебе параллельно давались, ты их не видишь, ты от них в другую сторону, ты лежишь просто потому что: ой, у меня все плохо, у меня ничего не получается. И это не планирование на будущее, а какое-то, ну не знаю, самосожаление, что ли. Лежишь и просто тратишь время на то, чтобы ничего не делать. Она очень жалеет о том, что она столько времени на это потратила. Давайте посмотрим, чего она боится тогда. Чего ты, Линдси Лохан, боишься? Может быть, что не получится то, что она сейчас решила. Видите, внутренняя сила в человеке, во-первых, присутствует, во-вторых, возрождается. В прямом смысле сила – это возможность побороть своих внутренних демонов, договориться с ними, справиться с ними, с их помощью двигаться дальше, да, не сопротивляясь и не заталкивая их, там, не заметая куда-то под ковер, а прям-таки воспользоваться своей внутренней силой, правильно ее распределяя, нигде не подпадая под ее непосредственное влияние, попробовать начать двигаться вперед уже с осознанием силы своей собственной личности. Тройка жезлов у нас здесь перевернутая, как будто бы те выборы, которые ты делаешь, неправильные. Или как будто бы не туда это тебя
приведет. То есть сила есть, желание есть, возрождение какое-то внутреннее есть, а вдруг не получится, а вдруг неправильно выбрала, а вдруг не в ту сторону я смотрю. Возможно, есть какие-то внутренние конфликты, я не знаю, заниматься сейчас карьерой или материнство для тебя важнее, потому что ребенок маленький. Может быть, муж не сильно рад тому, что она все это время сидела дома, была только его, и тут она опять, значит, под вспышки камер, может быть, он не очень этого любит, потому что он человек восточный, они там как-то по-своему на это реагируют, не знаю. Но здесь есть какое-то опасение, какие-то внутренние страхи, что как все равно не самый правильный выбор ты делаешь, что она от нас от всех скрывает. Опять же, кажется мне, что сил чуть меньше, чем она позиционирует, или, может быть, не доверяет самой себе. Рыцарь жезлов, конечно, человек энергичный, и человек, умеющий проявлять инициативу, человек, придумавший что-то, захотевший что-то. По жезлам у нас чистое желание, такая вспышка эмоциональная. Хочу, буду делать, мне это нравится, я вот буду двигаться вперед к поставленной цели. Могла бы быть королевой или не дотягивает до королевы, или не осознает в себе полностью силы, достаточной для статуса королевы. Как будто бы не хватает, как будто бы кажется, что желание чуть больше, чем возможности этого реализовать. Как будто бы уверенности в себе недостаточно, да? Как будто бы страшно, вот человеку страшно, что у нее есть какое-то поползновение, что у нее есть какое-то желание, какие-то планы на реализацию, потому что очень большое сожаление о том, что много шансов было упущено, что очень много времени прошло, и этого времени было много потеряно. Теперь есть ощущение внутренней силы и желание что-то делать, по рыцарю жезлов, активная, такое энергичная, даже с проявлением какой-то инициативы, потому что она учиться умеет, у нее знаний внутри много, она этих знаний накопила, держит, они никуда не делись, из головы не выветрились, но как все равно общая неуверенность, а правильно ли я выбрала, а действительно ли этим надо заниматься, а точно ли сейчас, а правда ли я смогу реализовать все эти свои желания, а получится ли у меня в новой обстановке, про которую я ничего не знаю. Королева хорошо себя чувствует в знакомой ситуации. Если ее взять и выдрать и поставить в какую-то другую обстановку, она там как будто бы все свое королевство теряет. Если тебя вынуть из своего родного места и поставить, я не знаю, посреди дороги, там в поле или в лесу, ты как будто там уже не королева. Чем там властвовать, чем там пользоваться, какие там есть для тебя возможности. Хорошо себя чувствуешь на своем месте, а здесь как будто бы какая-то внутренняя неуверенность в том, а свое ли место ты занимаешь. Или тянешься как будто, да, это планы какие-то на реализацию, желание восстановить свой статус королевы, но пока не уверенность в том, получится ли это. Сейчас скрыто здесь за камерой, и сама подсматривать не буду. Посмотрю, что у нас Линдси за человек сама по себе, и какой она себя, что ли, позиционирует, или какой ее видят люди внешне. Ну, так у меня получилось чисто внешне. Как будто бы вложила денег, да, в свою внешность, как будто бы, может, муж богатый, он там банкир или кто денег дал, да вот как-то преобразовал тебя, как будто бы не сама ты это делаешь, как будто бы и предложить тебе нечего. То есть люди, наверное, скептически очень относятся к тому, что она сейчас начала мелькать там в новостных каких-то. Думаешь, господи, да что ты можешь предложить? Во-первых, лет 20 уже прошло с тех пор, как ты последний раз там на экране была, например, да, когда ты вообще что-то из себя представляла, а сейчас что? Муж денег дал на пластическую операцию, и вот она, ты пришла вся из себя. Ну, как будто скепсис какой-то, да, как будто не по своей дороге идешь и не своими силами добиваешься. На самом деле, что она там внутри себя представляет? Опять же, человеку очень хочется двигаться вперед. У нее есть осознание того, что движение необходимо, что оставаться на прежнем месте уже просто невозможно. Она уже вот поняла вот это вот сидение на одном месте, оно уже пришло осознание того, что это лишнее, что этого не надо. Ты дальше уже сидеть на одном месте просто не сможешь. Без перспектив каких-то развитий. Была бы эта шестерка впрямую, я бы сказала, что у нее очень много не то что планов, а возможностей. Что у нее как будто бы открываются эти возможности и как будто бы есть чем воспользоваться для того, чтобы воспрянуть. Сейчас
нету понимания того, за что можно зацепиться, чтобы воспрять. Я просто есть, у меня просто есть какие-то желания. У меня есть внутренняя сила, у меня есть какой-то внутренний накопленный опыт по четверке пентаклей. А всего остального нету. Да, и шансы чисто теоретические какие-то, которые в воздухе, в принципе, вокруг каждого человека есть. Просто умеем ли мы ими воспользоваться в силу там темперамента, характера, каких-то обстоятельств жизненных. Ну, в принципе, шансы есть у всех всегда, примерно поровну, я так думаю. Это какая-то фатальность. Оно в природе распространено, как-то вот распределено, я бы даже сказала, где-то вот 50 на 50. Вот даются шансы людям, и у тебя всегда черно-белый выбор, либо воспользоваться этим шансом, либо нет. Вот какие-то базовые, начальные, такие абстрактные совершенно величины по жизни раскиданы, да, по нашему раскладу раскиданы в прямых картах, а все остальные карты перевернутые. Как будто бы нету уверенности, как будто бы нету осознанности в этом, как будто бы двигаться надо, но ты не понимаешь, куда и зачем. Есть осознание того, что потенциально есть шансы, но ты их как все равно, ну ты не в специальную идешь туда. Это не так произошло, что сидела Линдси Лохан дома, к ней пришел какой-нибудь, я не знаю, Стивен Спилберг, который ее знает чуть ли не с детства, и сказал: Линдси, бери себя в руки, давай я тебе дам сейчас адрес хорошего пластического хирурга, ребенка родила, замуж вышла, денег достаточно, все, с этой стороны ты реализовалась, пошли, значит, возвращаться в кинобизнес. Иди, значит, сделай себе лицо, похудей хорошенько, накупи себе платьев, там еще что-нибудь сделай, и выходи, мы с тобой будем снимать фильм, у меня уже даже сценарий готов, специально под тебя. Вот не так это происходит, она не за этим туда идет, у нее нету каких-то четких планов, она вообще не понимает, куда это движение. Но движение уже настолько естественное, настолько, хочется сказать, вынужденное, но оно, ну да, вынужденное, наверное, такое без возможности этого не делать. Но на самом деле достаточно грустные карты, потому что, ну, тяжело девушке, самое начало. Господи, ну у нее жизнь-то была не самая, прямо скажем, шоколадная, радужная, начиная прямо-таки с детства, которое все позиционировали как счастливая, довольная, радостная, и семья полноценная, и мама с папой друг друга любят, и всячески мама старается продвинуть свою доченьку, начиная с модельного какого-то движения вперед, а потом уже она в кино начала сниматься, ну, в рекламах сначала, потом в кино начала сниматься, а потом оказалось, что она еще в музыке талантливая, можно песни петь и саундтреки к фильмам выпускать. Все это было замечательно до тех пор, пока не оказалось, что папа абьюзер и алкоголик, что он там, значит, применял физическое насилие и к матери, и неизвестно к детям или нет, что папа, значит, совершенно у нас не авторитет и не пример для подражания, и мама-то на самом деле не самая замечательная тоже оказалась, потому что на свою сторону тянула одеяло и заставляла много, что-то хотела, и вообще это какие-то нереализованные маминые мечты и старания, и это она хотела стать великой актрисой, а у нее не получилось, и вот она бедного ребенка. Значит, давайте посмотрим на взаимоотношения с родителями. На взаимоотношения тогда, которые я вот прям искренне совершенно верю, попортили ей большую часть жизни, и на взаимоотношения сейчас с папой, какие у нее были отношения в детстве, в самом начале, и с мамой. Ну, смотрите, уже хорошо. Ну, значит, очень быстро она поняла, что папа не то, что из себя представляет, и небольшая красивая картинка, которую они пытаются позиционировать, потому что не то, чтобы он на самом деле не самая бедная семья, прямо скажем. Папа работал, и папа сильно много влияния имел в той же самой киноиндустрии, собственно, почему он и куда он начал пихать эту свою дочечку, потому что у него случился такой план. Но на самом деле не было в сознании Линдси идея о том, что папа вот основатель этого всего, что он держит все в руках, что у него все под контролем, что к нему можно обратиться за советом, что он вот такая вот центральная какая-то точка, из которой, собственно, будет проистекать и благосостояние, и карьера какая-то, и успехи какие-то. Очень быстро осознала, что папа картинка просто, что это все вранье, все то, что он говорит, что он великий продюсер, что он даст ей великую карьеру, мы вместе с тобой много денег заработаем, все неправильно. А вот мама
с мамой были достаточно, наверное, теплые, хорошие отношения, потому что мама искренне пыталась, ну, в смысле, теплые, хорошие отношения, я, наверное, уже просто художественно обрамляю, но на самом деле мама много полезной информации дала, мама действительно с ней ходила везде за ручку, мама действительно искренне пыталась поучаствовать в становлении этого ребенка, вот во взращивании, в каждой новой ступенечке этой лестницы, по которой они поднимались вместе. Но что было не так? То, что маму распыляло в разные стороны. У мамы не было четкого плана. Или был четкий план на одну какую-то конкретную иллюзию, которая на самом деле, вот если по семерке, по прямой кубков, можно в каких-то вариантах, в каких-то сочетаниях прочитать разнообразие возможностей, потенциал получения удовольствия и эмоций из разных областей и возможность этого всего сочетания, то по перевернутой семерке кубков мне кажется, что это, во-первых, иллюзорность очень планов, это какие-то завышенные, может быть, требования или, может быть, какие-то просто, знаете, в облаках такие радужные замки песочные, которые не соответствуют действительности. Или какая-то сильная концентрация на чем-то одном, что не всегда срабатывает. Мама искренне старалась, но вела в какую-то не ту сторону. И теперь, что теперь по прошествии лет, когда Линдси уже взрослый человек, сама мать, сама, как сказать, родитель, и муж у нее рядом тоже отец своего собственного ребенка. Теперь, когда у них свои собственные представления о том, как ребенка воспитывать и как на него влиять. Какие теперь взаимоотношения с отцом? Да что ты будешь делать? Вы смотрите просто на это. И с мамой. Куда мы перешли? Ну, я не знаю, что она говорит публично, но у меня по картам выходит, что взаимоотношения с родителями не очень-то и есть, если вообще есть. Потому что к папе, может, и хотелось, возможно, это даже была ее инициатива. Как будто бы даже пыталась она наладить что-то, да не получается все время. Опять же, ну почему я вот сейчас не скажу? Потому что хочется хоть какой-то легкости общения, хочется сделать этот первый шаг. Почему не получается? Потому что он в стенку в какую-то упирается? Или потому что папа, здесь прямо очень большое количество кубков, если папа продолжает и до сих пор не выздоровел из своего алкоголизма, никто ему не помог, то, может быть, это мешает, может быть, это их разъединяет, потому что Лин сейчас позиционирует себя человеком, выздоровевшим от всех своих недугов предыдущих, и, возможно, эти папины обстоятельства мешают им нормально взаимодействовать. По смерти и отшельнику, прямым, ясным, чистым, да, солнечным и лунным в случае отшельника, переход в одиночество, я вот так вижу. Глобальный радикальный переход в одиночество. То есть как будто бы искренний и осознанный отказ от общения с человеком. И это опять это выбор Линдси. Если она к папе еще тянулась и пыталась, то от мамы, наоборот, сделала осознанный шаг в сторону, отодвинулась от нее. Из-за споров, из-за конфликтов, из-за того, что никак не могут найти общий язык, из-за того, что мама продолжает давить, скорее всего. Король очень упрямый, очень настойчивый, очень такой, особенно перевернутый, особенно мечей. Это вплоть до абьюза. Это может быть какая-то такая агрессивная настойчивость, от которой хочется уйти. Просто, видимо, человек осознал, что это не меняется, ничего не исправится, быть рядом смысла нету. Можно вот осознанно как-то представить себе, что просто выйти из этих отношений и лучше одному, чем в абьюзивных. Что, в общем, тоже логично и правильно. Феерические, иконические отношения ее с Пэрис Хилтон. И вся эта гульба с запрещенкой, алкоголем, вождением в нетрезвом виде и прочими разными радостями подросткового возраста и больших денег бесконтрольно. Там какие были взаимоотношения, на чем они сошлись, как они проводили все это время, что у них было тогда, и как она относится к этому сейчас, потому что они тут недавно увиделись и как будто бы, говорят, достаточно неплохо увиделись, пообщались, две взрослые женщины, две уже давно не подростка, давно не гулены. Какие у них взаимоотношения были тогда и какие у них взаимоотношения сейчас? Тогда. Отношения, опять же, это у нас Линдси к
сейчас Пэрис Хилтон. Ну, как будто бы этот человек раскрыл ей вот все страхи и неприятности, которые есть. Не то чтобы раскрыл внутренние какие-то страхи, а просто показал эту сторону жизни, я думаю. Я думаю, это было страшно. Я думаю, это было непонятно. Я думаю, это было притягательно, конечно. Я думаю, если оборотной стороной обе карты у нас легли, скорее всего, это было заманчиво, как по дьяволу. Это как будто бы такой провал после красивой картинки, когда ты в глазах других людей удачная актриса, хорошо выглядишь, вот тебе дают даже какие-то награды, тебя оценивают. И потом после этого, да, снимают тебя фотографии все время, хотят от тебя получить автографы, как-то интервью, у тебя все время что-то спрашивают, ты все время держишь лицо, вот эту вот улыбку, красивую голливудскую, всем рассказываешь, как у тебя все замечательно, какие у тебя планы, какая у тебя замечательная мама, как у тебя замечательный папа, и как ты вообще очень радужно настроена на будущее, потом закрываешь за этим дверь и уходишь в самые глубины. Там, где страшно, там, где больно, там, где опасно, там, где что-то вызывает у тебя сомнения, там, где какая-то тревожность поднимается. Это все заманчиво, интересно, и вот эту всю тревожность, опасения, страхи какие-то внутренние. Вот были бы у тебя хорошие отношения с мамой, ты могла бы с ней спокойно поговорить об этом, да, рассказать, что: мам, я боюсь, мне страшно, или там мне тяжело, я опасаюсь, что-то мне не то предлагают, я сомневаюсь, например. Но таких взаимоотношений с мамой не было. Человека рядом, судя по всему, с которым можно было об этом поговорить, не было. И опять же, внутренних сил, своей собственной мудрости, своей собственной какой-то осознанности внутри тоже не хватало. А значит, ты пошла за решением этих проблем во внешний мир. И это обычно, как сказать, не совсем порочный путь, но такой он не всегда правильный, он не всегда приносит результаты. Обычно люди не могут решить за тебя твоих проблем. Они могут тебе предложить вариант решения этих проблем. Мало того, этот вариант обычно очень субъективный, потому что у человека когда-то сработало, и он теперь такой: о, рабочий способ, давай я его буду всем предлагать. Это, может, для нее рабочий способ, а для человека, которому она это советует, это не рабочий способ, потому что все люди разные, и свой путь найти и свое решение своих собственных проблем. А она пошла, видите, за решением этого к кому-то другому. Пэрис Хилтон тоже известный человек, тоже с детства, тоже на нее навалено было и внимание папарацци, и постоянная вот эта вот. Наверняка внутри была и неуверенность в себе, и подверженность вот этому всему хейту, и наверняка тоже плакала в подушку. Нашла для себя какой-то способ решения этого, нашла вот эту вот разницу между тем, как ты чувствуешь себя дома за закрытыми дверями и как красиво ты выглядишь на фотографиях, делая вид, что тебе все равно и что тебя это не касается. Ну и вот Линдси пошла к этому человеку, думая, что у нее есть решение этих проблем, потому что, казалось бы, проблемы те же самые. Ну и Пэрис ей дала свой способ решения этих проблем, что в свое время было гульбой, отвлеканием, наверное, глубокая интоксикация просто вызывает какую-то забывчивость, и как-то легче тебе в моменте становится. Зачем люди, собственно, это все делают? Чтобы от тягот реального мира уйти, да, в какую-то иллюзорность и представить себе, что, наверное, в этот момент становится чуть-чуть полегче. И так по кругу ты все время ходишь, потому что ты выходишь из этой иллюзорности, понимаешь весь тлен существования, и тебе обратно тянет вот туда, потому что там тебе было полегче и повеселее. Просто это был чужой путь, просто тебе предложили не то, а она как за соломинку схватилась за эти советы, потому что других у нее не было. Никто другой ничего более другого ей не предлагал. Сейчас отношения. Как будто бы не за то боролась, дружить же они пытались. Как будто бы казалось, что Пэрис вся такая удачливая, и что у нее все получается, и за ней, наверное, надо подтянуться, знаете, когда выбираешь себе не ту подружку, потому что немножечко ей очарована. Ой, она такая красивая, у нее так все хорошо получается, вокруг нее парни так и вьются, и денег у нее всегда прямо хочу так же, хотя бы рядом постоять. Как будто бы не за то боролась, как будто бы не то защищала, как будто бы не ту звезду зажгла себе на небе, как будто бы обманулась.
как будто сама себя обманывала все это время, как будто это все было зря. Возможно, именно сейчас, вот встретившись, Линдси это осознала. Возможно, потому что Пэрис изменилась и теперь далеко не так себя ведет. И тоже сказала: подруга, мы с тобой вообще не то делали, вообще не так. Это настолько не в ту сторону мы шли, что, слава богу, мы сейчас осознали, что это все неправильно и изменились. И вот теперь может быть правильно. А тогда это все было ошибкой глобальной, мы все делали неправильно. Не так нужно выходить из кризисов. И не туда я тебя звала, и не туда ты за мной шла. Все было не так. И, возможно, это осознание как раз вот этого, как-то не безысходность, а, как-то сказать, бесполезности, что ли, всего того, что было. Как будто действительно время упущено. Мне все еще четверка мечей видится из предыдущего расклада о том, что очень много времени и очень много шансов упущено движением не туда, направленностью не туда. По звезде есть какая-то мечта, есть какая-то цель, ты куда-то движешься. Оказывается, и цель была тоже не та. И шли мы туда не теми способами, не с теми людьми, не по той дороге, и не тех усилий мы туда прикладывали. Все было не так. Возможно, это осознание какое-то глубочайшее совершенно. Кто знает, может быть, она действительно просто перетрансформировалась. Вдруг она вплоть до религии поменяла. Она могла же, может быть, у нее прямо очень важно это для ее мужа, если она мало того, что чисто внешне, чисто на бумаге и как бы для успокоения мужа поменяла эту религию, а если она ушла в это с головой, если она действительно это изучила, если она действительно подумала, и если она действительно впустила эти идеи в свою голову, то у нее может быть сейчас какая-то глобальная совершенно трансформация на личностном уровне и совершенно переосмотрение всей своей предыдущей жизни. Я прям опасаюсь, на будущее выкладывать сейчас взаимоотношения с мужем и с материнством. Как она сейчас себя чувствует, что с ней сейчас происходит, какое у нее общее состояние, как у нее с мужем непосредственно, как у нее на личном фронте, какое у нее отношение к материнству и какая она мать. Вы посмотрите, какая она мать. Я сейчас на перспективу работы отдельно отложу. Мы что-то начинаем. И это опять какие-то желания, в которых ты сам не уверен. То есть она прям вот, не знаю, что солнца какого-то не хватает прямо в жизни. Прям очень сильно, реально неудовлетворенность какая-то внутренняя. По общему состоянию карт, мне кажется. Как будто бы не хватает, как будто бы это не я, как будто бы не ту жизнь я, может быть, даже все это время до этого жила. Не прямо сейчас у меня все плохо и надо менять, а как будто бы осмысление всего того, что весь предыдущий период, он как будто бы был лишний. Хотя мы видели по четверке пентаклей, что человек умеет хранить внутри себя какие-то полезности. Если это можно как-то отсортировать и отфильтровать, и все лишнее выкинуть, и перестать об этом сожалеть, и забыть об этом, и осознать, что это было лишнее, бесполезное и не туда тебя вело, забыть об этом, вымести это, но оставить себе что-то полезное и нужное. В данном случае все еще есть какие-то желания, очень какой-то начальный этап, что а вдруг что-то изменится, а вдруг я хочу куда-то двигаться и что-то для этого делать, но пока без какой-то четкого плана какого-то. Поскольку туз пентаклей у нас здесь перевернутый, я предположу, что и материальная сторона вопроса не ушла из ее мыслей и планов обдумывания своего будущего, когда она вдруг решалась на это, потому что двойка мечей у нас здесь легла прямая. Это был осознанный план и выбор. И это продолжает быть осознанным планом и выбором. Мы сейчас здесь раскладывали на взаимоотношения с мужем, на личную жизнь и на взаимоотношения с мужем. И как все равно этот выбор, может быть, не чисто по сердцу и не чисто по первой какой-то такой внезапно вспыхнувшей любви с первого взгляда, она за него замуж вышла. И, возможно, по тузу пентаклей из соображений как-то наладить свою финансовую жизнь, потому что она там и в банкротство уходила, и как-то денег у нее сильно мало было, и прогуливала она больше. И тут вдруг такой богатый подвернулся, почему бы нет. Но она его выбирала головой, она действительно не от чувств, а от обстоятельств, как сказать, отталкивалась, когда его выбирала.
Но выбор был осознанный. Возможно, поэтому это длится так долго. Потому что она не абы за кого просто выпрыгнула вдруг. Выбирала, были, опять же, возможности, да, по тузу Пентакли, который у нас в самом начале выходил, возможности эти были всегда, все время какие-то люди вокруг крутились, и там было из кого выбрать, не то чтобы он был единственный, кто сам себя предложил, и тем не менее именно его она выбрала, и этот выбор был правильным, потому что у нас это вот одна из редких прямых карт в нашем раскладе. Ну и ее отношение к материнству, вот такое вот. Она прям в материнстве в этом расцвела. Материнство – это то, что ее возродило. И размножает, как сказать, плодоносит ее. То есть у нее через это материнство все остальные и инстинкты, и желания тоже включились. Да, это было страшно. Да, вот это вот то, что она хотела или начинала, или, может быть, она забеременела не потому, что они долго планировали и пытались, да, и вот они пытаются, у них ничего не получается, и тут вдруг долгожданная, приятная беременность, к которой ты больше готовилась, чем она у тебя длится. Нет, может быть, это было внезапно, может быть, это было неожиданно, может быть, это даже было не совсем ее решение, да, может быть, она как-то неосознанно она туда зашла. Не знала она, чем это закончится, и не знала она перспектив этого, но зашла максимально удачно, реализовалась замечательно, получилось хорошо, действительно проснулся материнский инстинкт, действительно реализовалось вот это ее материнство внутреннее, то, чего не хватало, выплеснулись, наконец, наружу все те эмоции, которые там копились, и теперь с максимальным удовольствием, с внутренней какой-то наполненностью, с радостью, с чувствами, с переполненными, у нее получается двигаться вперед и в материнстве в том числе, ну и в целом раскрывается вот этот цвет, да, появляется цвет и свет в жизни, появилась вот с этим материнством надежда какая-то, силы возродились. Это хорошие карты. Давайте посмотрим, что у нее по бизнесу тогда, получится ли у нее за счет этих внутренних своих сил и в работе тоже реализоваться. Она же зачем-то туда пошла. Сейчас не чумовую пятницу то ли снимают, то ли переснимают, то ли уже сняли. Как у нее с перспективами на бизнес? Вот. 3, 5. Ну, не то чтобы все радужно, да, не то чтобы это какой-то феерический, эпический камбэк, который взлетит ее с низов, в которых она в умах людей находится, не мгновенно, не сразу. Но это, наверное, будет продолжительный путь. Будут на этом пути люди, которые будут помогать, будут взлеты и падения. Если за год она не добьется своей вот этой полной реализации, а через 3 года может случаться какие-то новые проекты, новые возможности, новые люди будут подкидывать новые сценарии, или там новый какой-нибудь режиссер придет, что-нибудь попросит. Это будет все длиться долго. И это, вот эти вот 5 лет, они на перспективу. Надо поработать, да? Опять же, это прямая пятерка жезлов, это конкурентная борьба, это не на выживание, не из-под тишка, не выталкивание, не война какая-то агрессивная, а это прям-таки обычная среднестатистическая конкурентная борьба, как в спорте. Нужно будет постараться. Нету такой волшебной таблетки, нету такого какого-то волшебного сценария, нету каких-то волшебных там 5-6 месяцев съемок, когда ты вот ничего из себя не представляла, снялась в фильме и бах, на следующий день проснулась совершеннейшей звездой, полна опыта, полна репутации, полна общения с людьми, полна этими связями. То есть это же продолжительный очень путь и достаточно тяжелый. Но по прямой пятерке я прям боялась, по прямой пятерке жезлов на это есть шанс, на это есть силы, и на это есть чья-то помощь. Там будут люди, которые будут ее поддерживать, которые будут ей помогать. И, наверное, такой немножко bumpy road, да, то вверх, то вниз, то получилось, то не получилось, то долго надо пробовать, то, может быть, не сильно взлетел результат твоих работ и стараний. По 7 пентаклей это вроде как работа такая, как в 8 пентаклей, по кругу. Она такая рутинная, постоянная, непонятно, принесет это тебе каких-то результатов или нет, а иногда люди разочаровываются раньше, чем приходит
результат какой-то. А в данном случае у нас результат уже какой-то есть, да это не то, что ты хотела, но есть же какой-то результат. Он же есть, это же не просто ничего не выросло, просто выросло не так, как ты планировал, но что-то же выросло, можно и этот урожай собрать. Опыта набраться, не знаю, переосмыслить это все, как-то проанализировать, заново посадить, и тогда второй раз может лучше получиться. То есть такой продолжительная работа, долгая, но, судя по всему, она вернулась в профессию. Если рук не опустит, а по этой карте мне видится, что не опустит, как будто бы у нее силы есть, и как будто бы не только ее сил для этого нужно, то есть будет у нее какая-то помощь и финансовая, и моральная на тему того, что ты сильно не расстраивайся, если у тебя с первого раза не получится, ничего страшного, мы потом второй и третий раз тоже попробуем. И с этой вот моральной и материальной поддержкой у нее может получаться. Опять же, не факт, что это все связано с кино, потому что, я говорю, личность разносторонняя. Опять же, возможности заработать денег сейчас много. Она и с музыкой как-то связана, и косметику она какую-то делает, и открыла фонд какой-то, что она там, какой-то фонд она открыла. То есть могут какие-то начинания получаться, какие-то не получаться. Где-то будет нужна помощь других людей, где-то, может, без помощи этих людей не получится, нужно будет привлекать помощь этих людей. Она на себя хочет рассчитывать, она своими силами хочет этого добиться. Давайте будем надеяться, что у нее это получится, и что люди, которые теперь будут встречаться на ее пути, будут ей помогать в этой реализации, что у нее все произойдет из тех планов, которые она хочет. Но, судя по всему, не все произойдет из тех планов, которые она себе настроила, но, слава богу, планов этих много. Уж что-нибудь из этого получится, это уже хорошо. И дальше главное руки не опускать и продолжать бороться. Давайте, может быть, совет дадим, я уже прям опасаюсь, хотя вот, собственно, произнесла уже. Давайте ей дадим совет по всей этой бедной несчастной жизни и этот замечательный чудесный камбэк. Что мы можем посоветовать Линдси в ее теперешнем состоянии? Вот они у меня втроем и выпали. Вот они у меня втроем и выпали. Вы посмотрите, прямо мешала-мешала, и прямо 3, и прямо прямые. Ой, я аж усы вспотели. Это прям хороший совет. Это прям двигайся. Это прям найди себя. Это делай то, что тебе нравится. Как хорошо, что у тебя есть эти ощущения. Как хорошо, что у тебя есть эти желания. Как хорошо, что эмоции тебя переполняют. И переполняют эмоции созидательные, позитивные, нужные. И как хорошо, что у тебя сил хватит на движение. И как хорошо, что это движение нужно делать, не забывать о внутреннем импульсе. Как будто бы это желание должно исходить из тебя, а не потому, что тебя к этому призывают какие-то обстоятельства или потому, что пришел какой-то человек и сказал, тебе сейчас полезно, нужно и эффективно хотеть именно этого. Как будто бы не нужно на мнение других людей сильно опираться. Достаточно сильный, на достаточно проработанную личность, если я правильно поняла все те карты, которые перед этим выкладывала, то это личность на стадии реорганизации себя, трансформации себя, преобразования себя. Это очень сильное движение, очень мощный внутренний импульс. И дальше этим нужно пользоваться. Главное, двигайся. Главное, делай, главное, хоти, главное, получай от этого удовольствие, и главное, двигайся. Вот что не придумаешь, все пробуй. С позитивным настроем, с внутренней какой-то, с открытостью этому миру, возможно, с принятием чужих советов, но от себя, изнутри. Захоти этого, почувствуй это, узнай, что ты хочешь, и сделай это. Возможно, тогда получится. Боже мой, как замечательно, что они у меня выпали, прям вот так вот. Фу, не самый простой расклад из всех моих, которые были. Напишите мне в комментариях, что думаете. Поддержите меня лайком, если вам тоже понравилось. Если есть вопросы, задавайте. Могу шорцами добавить. Зовите друзей на канал, пускай они тоже смотрят все, что я здесь сняла. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.